Привет! Меня зовут Марина Лобанова, и это первый урок из 7 уроков игры на скрипке. Первую версию курса я делала еще начиная с 2015 года, но с тех пор уже прошло 6 лет, и я решила немножко усовершенствовать этот курс. Вот здесь информация будет дана более концентрированно, более будет упорядочена, и я надеюсь, картинка и звук будут немного лучше. Курс состоит из 7 уроков, и он рассчитан примерно на месяц. За месяц вы можете овладеть действительно основными навыками игры на скрипке. Я советую здесь не торопиться и не смотреть, допустим, если вы решите пройти весь курс за неделю и выучить все, вот за неделю научиться играть на скрипке, ну, я хочу вас разочаровать, конечно, но не получится. Даже за месяц это будет сложно, потому что каждый навык, который мы будем изучать, ему нужно время, чтобы отложиться. И в голове, и в руках, и вообще в скрипке каждый навык нужно довести до автоматизма, потому что координация требует того, чтобы мы выполняли часть движения автоматически. И координация в скрипке – это очень-очень важная вещь, поэтому не торопитесь. За месяц можно спокойно пройти этот курс, выделяя себе час времени в день примерно, даже меньше. На этом уроке мы будем изучать, как держать скрипку. Но перед этим нужно ее настроить. Важно, чтобы она была настроена, потому что наш слух привыкает к определенному звучанию нот. Таким образом вырабатывается и абсолютный слух, и вообще слух развивается. Если у вас будет скрипка расстроена, то будет сплошная каша в голове постоянно. Вот это было ля, теперь это не ля, это ре, теперь не совсем, да. Если она у вас постоянно настроена, постоянно запоминается одна и та же нота, вы к ней привыкаете, и таким образом развивается слух. Поэтому можете посмотреть видео, как настроить скрипку, или, может быть, у вас есть знакомые, которые вам помогут ее настроить. Я предполагаю, что вы ее настроили, и сейчас мы будем учиться ее держать. Как ее держать? Но сначала нам нужно надеть мостик. Берем мостик в правую руку, скрипку в левую. Если вы левша, может быть, вам удобнее это наоборот будет делать. И берем скрипку вот так под левое плечо. Теперь правой рукой цепляем лапку. Здесь вот примерно на уровне середины скрипки цепляем. Цепляем так лапку. И правой рукой начинаем вести лапку от, вот где она тут у нас легла, тянем ее по скрипке, так, чтобы она наделась посередине скрипки. Вот, мостик надет, он у вас посередине. Выгнутая часть, она у нас кладется на плечо, поэтому она со стороны подбородника, вот выгнутая, вогнутая часть, да, которая более вогнутая. И этой вогнутой частью тут не путайте, потому что если вы наоборот наденете, будет очень неудобно. Кладем скрипку на плечо. Если вам где-то что-то неудобно, подвигайте лапки вперед-назад, прямо вот так, держа скрипку здесь. Но мостик у нас должен заполнить вот это расстояние между скрипкой и плечом. Пуговичка смотрится в шею, пуговичка вот эта, да. Скрипка лежит на ключице, вот на этой косточке, да, лежит скрипка. Лучше здесь, конечно, чтобы какая-то была одежда. Если она прямо лежит на косточке, то она может давить. Лежит на косточке. Проверить свою осанку можно, встав около стены. Вот так ровненько прислониться головой, плечами. Вот вы ровненько стоите. Положили скрипку под углом примерно 45 градусов вот между стеной и как бы проведенной в вашем воображении линии через нос. Вот чуть-чуть она даже ближе назад. Не 45, а может быть 40 туда. Вот, положили на ключицу, мостик заполняет место, лежит на плече этим изгибом. Кладете голову на подбородник. Здесь тоже важно, чтобы вам ничего не давило. Если здесь бывают подбородники с такими острыми углами, их стачивать можно наждачкой. Вот. Ничего не должно острого давить. Кладете голову, и вы должны чувствовать, что у вас там не сжимаются зубы, прям, чтобы она не выпала. Нет. Так, мостик, кстати, да, должен довольно плотно сидеть. То есть в идеале вы можете вот так за него взять скрипку
да, и она у вас вот висит. У меня сейчас мостик новый, он не так уж плотно держится, но все равно вот я могу на нем прям держать скрипку. Вот, и он плотненько лежит, так что скрипка никуда деться не должна. И берете вот так скрипку, и она у вас должна быть очень здесь просто хорошо держаться при расслабленной голове. То есть не надо давить там, вот. И так вы можете походить по квартире. Вот, 2 шага туда, 2 шага назад. Немножко устала шея. Да, у скрипачей вот эта мышца всегда развита. Она уже развивается со временем. Но даже с неразвитой мышцей это должно быть довольно просто. Вот. Если у вас перекашивается лицо уже от того, что вы давите, значит, что-то вы делаете не так. Анекдот про перекошенное лицо. Идет концерт. И на концерте концертмейстер, он весь концерт просто вот так вот и как-то хмурится, что-то щурится, непонятно у него что с лицом. Концертмейстер — это первая скрипка, которая сидит рядом с дирижером. То есть, если вы смотрите на оркестр, вот дирижер, да, из зрительного зала, и здесь ряд скрипок. Это все первые скрипки, они все первые скрипки, а тот, кто сидит со стороны зала ближе всего к дирижеру, это концертмейстер. И дирижер смотрит вот на это морщащееся лицо, и концерт проходит хорошо, все нормально. И в конце, в общем, уже там после всех оваций, аплодисментов, дирижер подходит к концертмейстеру и говорит: а что, извините, может вы себя плохо чувствуете, а что такое у вас с лицом, у вас живот болит? Концертмейстер говорит: не обращайте внимания, все нормально, я просто музыку всю жизнь ненавижу. Это насчет того, почему нету фоновой музыки у меня здесь в видео. Но вообще, как видите, это должно быть так просто, что вы можете просто ходить и рассказывать анекдот. То есть нужно довести вот этот вам день до следующего урока, дается, чтобы вы вот так походили, подержали, нашли мостик. Вот у меня, конечно, этот новый мостик не супер, но тем не менее это должно быть просто. Берем большой палец, ставим лайк там внизу, да, или unlike, если вам не нравится, но большой палец в любом случае вот делаем так и ставим его на кончик грифа, вот сюда. И нам понадобится указательный палец, остальные пальцы должны сейчас не мешать. Мы будем играть пиццикато. Скрипку можно пока держать здесь, можно не держать, можно здесь придерживать, но лучше пока держать здесь. И начнем с соль струны. Первая струна вообще-то у нас ми. Вот ми, ля, ре, соль. И начинаем с соль струны. И мы играем не там, где ходит смычок. Вот это место для смычка, да, а играем немножечко на грифе. Вот это гриф, и настригаем туда палец. И просто вот стараемся воспроизвести красивый звук. Такой, чтобы вам понравился. Соль. Вот играем ноту соль. Слушаем ее до конца. Вот, смотрим, как струна красиво тут вибрирует. Потом то же самое на ре струне делаем. На ля струне, на второй струне, первая, вторая, третья, четвертая. Ля, ля, ля. Слушаем просто скрип вашей скрипки, звук вашей скрипки. И ми. Вот так немножко поиграли. И теперь давайте придумаем какой-нибудь ритм. Соль, соль, ре, соль, ре. Да, немножко ускоримся. Слышите, как долго звучат струны. Теперь ре, ля, ре, ля, ре. Ля, ре, ля, ре, ля. Старайтесь не задевать другие струны, если вдруг они где-то задеваются. Четко поиграть ритм, чтобы вот звук такой был, какой вы их слышите. Можете придумать себе абсолютно любой ритм. Да? Но старайтесь играть так, чтобы не было лишних призвуков и чтобы звучало так, как вы хотите.
можно даже играть не соседние, а через струну. Да, здесь важно почувствовать, вообще послушать звук, почувствовать, как это делается, привыкнуть, да, и на пальчике, может быть, выработаются мозоли, может быть, немножечко вам больновато где-то будет дергать. В общем, не переусердствуйте, шея не должна заболеть. Палец, если начинает что-то где-то болеть, и вы чувствуете, что так мышца уже себя плохо чувствует, делайте перерыв. Переиграть можно очень быстро мышцу, а потом восстанавливать придется долго, делать большой перерыв. В общем, берегите себя, осторожно. Подписывайтесь на мой инстаграм, там бывает интересная, полезная информация, ссылка внизу. Вот. И продолжайте смотреть уроки. Ну, удачи вам и терпения со скрипкой.